Учительница младших классов мисс Эванс начинает беспокоиться о своей новой ученице, когда замечает, что девочка часто приходит в школу в грязной одежде и редко с кем разговаривает. Однажды она следует за девочкой домой и делает шокирующее открытие. «В этом семестре к нам присоединилась новая ученица», сообщила мисс Эванс своему классу. «Пожалуйста, поприветствуйте Китти». Китти съежилась на своем месте, когда класс поприветствовал ее. Очевидный дискомфорт молодой девушки усилился, когда некоторые студенты спросили, откуда она родом и почему она здесь. Мисс Эванс знала печальную историю, которая вынудила девочку поступить в их школу в середине учебного года. У нее защемило сердце, когда она увидела документы о переводе маленькой Китти. Она быстро отвлекла других учеников. «Я уверена, что со временем мы все узнаем Китти лучше. Однако сейчас самое время для математики». Класс со стоном достал свои рабочие тетради. Китти сидела очень тихо. Она опустила голову, так что ее темные волосы закрыли лицо. Мисс Эванс присела на корточки возле своего стола. «Привет, Китти», — сказала она. «Я просто хочу, чтобы вы знали, что я всегда на связи, если вам нужно поговорить. Менять школу тяжело, но я уверена, что вы скоро освоитесь». Китти взглянула на нее, и мисс Эванс увидела ее печальные карие глаза. Бедному ребенку пришлось столько пережить. «Спасибо, мисс», – прошептала Китти. Мисс Эванс положила руку на плечо девочки и продолжила урок. В конце дня они с Китти остались ждать на улице, чтобы встретиться с ее отцом. Вскоре к ним подошел дородный мужчина. «Привет, Китти», — сказал он. «У тебя был хороший день в школе?» Китти кивнула и отошла от мисс Эванс, чтобы присоединиться к мужчине. «Вы, должно быть, отец Китти». Мисс Эванс протянула ей руку для рукопожатия. «Я ее учитель, мисс Эванс. Приятно познакомиться, мисс. Меня зовут Стив». Отец Китти улыбнулся и пожал ей руку. Затем он повернулся к Китти. «Почему бы тебе не пойти и не подождать в машине, милый? Я уверена, что ты не прочь отложить свой тяжелый рюкзак, а мне нужно минутку поговорить с мисс Эванс». Китти странно посмотрела на отца, но убежала к стоявшему неподалеку старому пикапу. «Китти пришлось нелегко в последние несколько месяцев», — сказал Стив. «Я был бы признателен, если бы вы присмотрели за ней. Я заметила, что причина, по которой она перевелась сюда, заключается в том, что ее мама недавно скончалась». Мисс Эванс внимательно посмотрела на него. «Как она приспосабливается?» «Некоторые дни проходят лучше, чем другие. Я не видел ее и Шоуну так часто, как хотелось бы, с тех пор, как переехал сюда работать». Стив пожал плечами. «Я думаю, все наладится, когда мы снова привыкнем друг к другу». «Я уверен, что так и будет». Мисс Эванс улыбнулась. «И не волнуйся. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь Китти освоиться. Она получала хорошие оценки в своей предыдущей школе, и я с нетерпением жду, когда она вернется на правильный путь». Мисс Эванс была верна своему слову. В течение следующих нескольких недель она внимательно наблюдала за Китти, и то, что она заметила, обеспокоило ее. Девочка часто ходила в школу в одной и той же одежде. Одежда обычно была пыльной, и в пятнах Китти тоже вела себя тихо в классе. На игровой площадке она сидела одна и не обращала внимания на других детей, если они пытались вовлечь ее в свои игры. Мисс Эванс пыталась выманить ее из своей скорлупы, но девочка оставалась замкнутой до тех пор, пока не попросила мисс Эванс о помощи. Так больше продолжаться не могло. Мисс Эванс достала из сумочки телефон и позвонила в полицию. Урок только что закончился. Все остальные ученики, громко переговариваясь, выходили из класса, но Китти подошла к столу мисс Эванс. Она стояла, опустив голову и скрестив руки на груди. «Все в порядке, Китти?» – спросила мисс Эванс. Девочка покачала головой. Она пробормотала несколько слов, которые мисс Эванс не смогла разобрать. «Говори громче, милая. Я тебя не слышу».
«Я не хочу уходить из школы!» – закричала Китти. Она подняла голову и посмотрела на мисс Эванс полными слез глазами. «Я не хочу уезжать со своим отцом. Пожалуйста, можно я вместо этого поживу с вами?» Сердце мисс Эванс оборвалось от отчаяния, прозвучавшего в голосе Китти. Она подошла ближе к девочке и положила руку ей на плечо. «Почему ты не хочешь пойти домой к своему отцу, Китти? Что-то не так?» Китти обхватила себя руками и отвела взгляд. «Мне не нравится жить с отцом. Я больше не хочу с ним оставаться». «О, милая, я знаю, должно быть тяжело привыкать к новому городу и новой школе. Ты через многое прошла, и я уверена, что ты скучаешь по той жизни, которая была у тебя раньше». «Я скучаю по своей маме», – всхлипнула маленькая девочка. «Я скучаю по своей комнате». «Китти?» В дверях появился Стив, загородив ее своим мускулистым телом. «Вот и ты. Я забеспокоилась, когда не увидела тебя снаружи». Китти развернулась и попятилась от отца. «Я с тобой не пойду». Лицо Стива исказилось. «Ну же, Китти, не будь такой». Губы Китти задрожали. Слезы потекли по ее запыленным щекам, когда она посмотрела на своего отца. «Ты же знаешь, что я очень стараюсь быть хорошим отцом, не так ли?» Стив присел на корточки перед дочерью. «Сейчас тяжелые времена, но когда-нибудь все изменится к лучшему. Вот увидишь». Стив протянул Китти руку. После долгой паузы Китти вытерла слезы и подошла к нему. Мисс Эванс не была уверена, что делать с этой ситуацией. Китти явно была несчастлива, живя со своим отцом, но в какой степени это было вызвано ее горем? Она заподозрила, что происходит что-то еще. «Давайте выйдем все вместе». Мисс Эванс встала и протянула Китти руку. Когда они добрались до парковки, Китти вырвалась из рук взрослых и побежала к пикапу своего отца. «Я сожалею обо всем этом, мисс Эванс», — сказал Стив. «В последнее время у Китти был настоящий стресс, и она плохо с этим справляется. Я заметила, что иногда она приходит в школу в грязной одежде», — сказала мисс Эванс. «Дома все в порядке?» Глаза Стива расширились, и он почесал бороду. «Да. У нас возникли некоторые проблемы с сантехникой. Клянусь, я сообщил об этом домовладельцу, но пока никто не пришел починить. Мне жаль это слышать. Ей также очень нравятся эти наряды, потому что их купила ей мама. Она не любит переодеваться», — добавил Стив. Стив внезапно остановился, когда они были в нескольких метрах от его машины. «Я действительно ценю, что ты присматриваешь за Китти, но, думаю, пройдет еще некоторое время, прежде чем она привыкнет ко всем переменам в своей жизни». Стив попрощался с ней. Мисс Эванс наблюдала, как он забирался в свой пикап. Машина зарычала и выпустила ужасный клуб дыма, когда он уехал. Несмотря на заверения Стива, мисс Эванс продолжала беспокоиться о Китти. Она больше не приходила в школу в грязной одежде, но теперь часто опаздывала в школу и начала пропускать занятия. Однажды мисс Эванс заметила, что лицо Китти было бледным и осунувшимся. У нее были темные круги под глазами, и, казалось, она едва держалась на ногах на уроке. Мисс Эванс начала подозревать, что с Китти что-то не так, и решила, что она докопается до сути. Она дала классу задание, чтобы занять их, и вышла, чтобы позвонить Стиву. «Алло?» – позвал я. «Привет, Стив. Это учительница Китти, мисс Эванс. Я звоню, потому что заметил, что Китти часто выглядит уставшей в школе. Это потому, что нам пришлось задержаться допоздна, чтобы поработать с ее домашним заданием», – ответил Стив. «Я тоже работаю допоздна. Вот почему я не могу помочь ей с домашним заданием пораньше вечером. Эта работа намного сложнее, чем та, которую я выполняла, когда была в ее возрасте. Ну, если Китти так тяжело, то, может быть, лучше нанять ей репетитора. Я запишу несколько цифр и дам их Китти, чтобы она передала их тебе. Спасибо, мисс Эванс, это очень любезно с вашей стороны». Позже в тот же день мисс Эванс собиралась закрыть класс, когда заметила скомканный листок бумаги на полу возле парты Китти. Она подняла его и обнаружила, что это была записка, которую она дала девочке с номерами телефонов учителей математики.
Мисс Эванс была в замешательстве. Зачем Китти выбрасывать листок, если у нее были трудности с учебой? Она бросилась к окну, чтобы посмотреть, ушла ли девочка. Вдалеке Стив и Китти как раз выходили со школьной территории. Они шли пешком, и Стив нес рюкзак Китти на плече, держа девочку за руку. Китти опустила голову. Мисс Эванс покачала головой. С этой девочкой было что-то не так, и сегодня она точно выяснит, что именно. Мисс Эванс бросилась к своей машине. Она была полна решимости проследить за Китти и ее отцом, но они исчезли к тому времени, как она добралась до улицы. На следующий день мисс Эванс ждала, когда Стив приедет, чтобы забрать Китти. Они снова отправились пешком, и мисс Эванс последовала за ними. Отец и дочь прошли несколько миль, прежде чем добрались до старого пикапа, который помнила мисс Эванс. Он был припаркован на пустой стоянке на окраине города. Стив открыл машину и положил в нее рюкзак Китти. Затем он залез внутрь и закрыл окна. Как только он закончил, Китти забралась в кабину, и Стив захлопнул дверцу. Он обошел грузовик и сел на заднее сиденье. Мисс Эванс не понимала, что происходит. Вскоре Китти появилась в другой одежде. В руках она несла одежду, в которой ходила в школу. Мисс Эванс наблюдала, как они шли к ближайшей прачечной самообслуживания. Мисс Эванс перешла дорогу и заглянула в щель между старыми рубашками, закрывавшими окна. То, что она увидела внутри, заставило ее ахнуть от удивления. Так больше продолжаться не могло. Мисс Эванс достала из сумочки телефон и позвонила в полицию. «Мисс Эванс, что вы здесь делаете?» Учительница обернулась и увидела, что Китти бежит к ней. Стив отстал на несколько шагов и в шоке уставился на нее. «Я прекращаю это». Тут прибыла полиция. Они попросили разрешения заглянуть в машину Стива и покачали головами, увидев стопки сложенной одежды, подушки, одеяла и плюшевого мишку, лежащего на приборной панели. Было ясно, что Стив и Китти живут в пикапе. «Это только временно!» Стив отвернулся от мисс Эванс к полицейским, как будто не мог решить, к кому обратиться. «Я потерял работу, потому что получил травму на заводе, но скоро найду новую. Тогда мы больше не будем бездомными». «Я не очень против этого, клянусь», — воскликнула Китти. «Мой папа принес мою подушку и веснушку, моего плюшевого мишку, чтобы я могла быть счастлива, и я счастлива, я обещаю». Маленькая девочка схватила полицейского за руку. «Пожалуйста, не забирайте у меня папу». «Никто не хочет разлучать тебя и твоего отца, дорогая», — сказал полицейский. «Но мы не можем позволить тебе так жить. Скоро начнутся холода, и тебе нужно место, где ты будешь в тепле и безопасности». Тогда полицейский повернулся к Стиву. «Я собираюсь отвезти вас и вашу дочь в приют, сэр. Там вам помогут встать на ноги и позаботиться о вас обоих». Стив и Китти отправились в приют, а позже Стив был помещен в реабилитационный центр из-за производственной травмы. Тем временем мисс Эванс организовала специальную встречу для родителей в школе. Она объяснила им ситуацию, в которой оказались Стив и Китти. Школа организовала сбор средств для Стива и Китти. Они собрали достаточно денег, чтобы снять скромную квартиру для Китти и ее отца, и пожертвовали всю необходимую мебель и бытовую технику. Со временем Китти превратилась из тихого и замкнутого ребенка в девушку, которая всегда улыбалась. Она стала лучшей ученицей в своем классе и получила полную стипендию для обучения в колледже.